Пищеварение человека и позвоночник. Эти две системы неотрывно связаны друг с другом. И если в период молодых ногтей, если в ранний грудничковый период именно от качества пищеварения зависит состояние роста и развития позвоночника, позвоночного столба, то уже в зрелые годы, а зрелые годы когда у нас наступают? Тогда, когда у нас наступает период постоянных зубов. И почему зрелые годы? Потому что именно постоянные зубы позволяют нам вкушать ту еду, которая зрелая, которая крепкая, которая соспелая, которая нуждается в дроблении. Итак, уже с периода появления постоянных зубов, с периода зрелости, именно состояние позвоночника начинает обратно отражаться на системе пищеварения, на органах пищеварения, на том, что связано с системой фермента и системой ферментообразующих систем. Основные это две системы ферментообразующие. Это система, которая справа у нас находится и относится к печени и желчному пузырю. И на состоянии или в проекции позвоночного столба печень и желчный пузырь имеют несколько представлений, несколько представительств. Одно из них находится на уровне второго грудного позвонка, а именно представительство слабо работающего желчного пузыря. Представительство сильно работающего желчного пузыря находится на уровне 10-го грудного позвонка. И вот этот весь промежуток у нас занимается представительством печени. Слева у нас находится представительство селезенки, которая, как ни странно для вас сейчас будет звучать, имеет огромное значение в системе ферментообразования, соответственно, и работы поджелудочной железы. Это уровень 4 и 5 грудных позвонков. Непосредственно представительство самой поджелудочной железы находится на уровне 7-9 грудных позвонков. А посередине у нас находится представительство нашего замечательного желудка. И здесь следует отметить, что именно желудок имеет максимальное представительство на уровне всего позвоночного столба. Начиная от второго, обращаю ваше внимание, дамы и господа, шейного позвонка, это начало пищевода, и заканчивая уровнем пояснично-крестцового сочленения, поясничного отдела позвоночника, в той или иной степени это зависит, работа желудка зависит от того, как ведут себя позвонки именно на этих представительствах. Помимо этого, хочу обратить ваше внимание, что львиную долю внутренних поверхностей позвоночного столба у нас занимает восходящий отдел толстого кишечника, поперечно-ободочная кишка и нисходящий отдел толстого кишечника. Все это начинается и заканчивается на уровне второго грудного и первого пояснично-крестцового или представительства пояснично-крестцовой зоны. То есть это у нас получается L5, люмбальный позвонок крайний, и S1 как представительство вот этого мощного единорога, который у нас называется крестцом. И таким образом, те проблемы, которые мы с вами испытываем, сначала формирование сколиотических изменений, потом формирование протрузий, потом, к сожалению, с формированием грыжи, подобных и грыжных состояний межпозвонковых дисков, в той или иной степени уже как обратная связь отражается на состоянии органов системного пищеварения. В зрелые годы, я уже имею в виду среднего периода жизни, а может быть даже захватом юношеского периода, большинство гастритов, большинство гастродуоденитов, многие проблемы связаны с язвенной болезнью луковицы 12-перстной кишки, с язвенной болезнью желудка, с дивертикулезом, с дивертикулами, грыжей пищевода и так далее, напрямую связано с тем, как ведут себя наши позвонки, как ведет себя наш позвоночный столб. Приглашаем вас на прямой эфир, который посвящен тайнам грудного отдела позвоночника. Приходите и не забудьте свои вопросы.